Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами я, Борис Марцинкевич, канал «Геоэнергетика». И сегодня в гости в студию после очередного длительного перерыва заглянул доктор технических наук, профессор Московского энергетического института Евгений Геннадьевич Гашов. Добрый день. Добрый вечер, Борис Ильич, добрый вечер. Ну и поскольку у нас зима на дворе, в разгаре отопительный сезон, мне кажется, что самое время поговорить про энергоэффективность. Правильно я понимаю, что вот в понятии энергоэффективности, энергосбережения, если угодно, есть три составляющих. Генерировать электрическую и тепловую энергию за как можно меньшее количество первичных ресурсов, угля, газа, дров, там, чего угодно еще, правильно передать, не растеряв по дороге все то, что ты сумел сгенерировать. И конечная точка, наше жилище, тоже должны быть построены так, чтобы не отапливать окружающую среду. У нас среда зимой холодненькая, все равно не отопишь. Правильно я понимаю? Конечно, конечно. И если вот все три компонента, о которых вы сказали, Борис Ильич, если все три компонента хорошие, в отличие от плохих трех компонентов, то разница может достигать 2, 2,5, 3 раз. То есть, если у нас хороший источник, нормальные сети и хорошие дома, то совокупно мы будем тратить в 2 раза меньше топлива. И самое главное, нагрузка будет в 2 раза меньше, что показывает нам, собственно говоря, весьма не теплая зима, да, а весьма такая обычная, более-менее нормальная зима, да. Ну, я всегда верю правительственным чиновникам, и если господин Хуснуллин говорит, что у нас аварийность в ЖКХ снизилась на 32%, это, конечно же, правда. Ведь это же не может быть неправдой. На самом деле, вот такой вопрос уже менее философский. В апреле прошлого года, 25-го, правительство утвердило энергетическую стратегию Российской Федерации на период до 2050 года. Я думал, что у меня плохо со зрением, но даже машинный поиск не обнаружил в этом замечательном труде слова «энергоэффективность». Как вы думаете, с чем это связано? То есть просто ни одного, просто ни разу? Нет, 0. Да. А энергосбережение? 3? 0. Тоже 0. 0. Ну, понятно. Ну, потому что стратегию, как бы всегда писали, заинтересованные, главные заинтересанты – это компании энергетические, да, которые, собственно говоря, думают, что главное больше поставить ресурсов, соответственно, да, хотя на самом деле это не так, это важнейший вопрос надежности. Для сейчас еще, кроме всего прочего, важнейший вопрос надежности. И действительно, если у нас, условно говоря, 10 домов хороших, и рядом 10 домов не очень хороших, то... А еще там трубы посвистывают. И трубы посвистывают, да, но просто там и там при холодах понятно, что будет там и там. Понятно, что годовое тепло тут понятно, более-менее справится, да, а вот пиковая, как раз этот самый, пиковая же мощность, я подчеркиваю, она будет 2,5 раза меньше на хорошем комплексе, естественно, и, значит, морозы пройдет легче. И это вот показывает ситуация, вполне себе показывает в московском регионе, да, в Москве, в ряде других городов, что там, где что-то делается, там делается, а где ничего не делается, там понятно, что... Там те самые 32%, в которые надо вложить 32 триллиона, и тогда 32 миллиона человек, и так далее, и так далее. Причем и разговоры про эти триллионы не абсолютно бессмысленные, что на уровне так называемых энергетических сейчас новых министерских хотелок, да, ну, народ просто уже так смотрит, 5 триллионов или 17, или 15, или 6 триллионов, уже даже не смешно, потому что самое главное, это не сказано про триллионы, это, а какие задачи это решит? Вот 5 триллионов на что? Чтобы просто не было аварий, понятно. А чтобы страна нормально развивалась, нормальная энергетика, нужно 15 триллионов или 12? Вот, может быть, мы хотя бы градацию эту зададим, какой функционал за этими триллионами лежит, да, там, чтобы энергетика была доступной для, соответственно, северов, для Дальнего Востока, для удаленных территорий. Вот это же просто рядом можно положить. Вот доступность и триллионы. И тогда вот картина будет такая очень красивая. Ну, у меня вообще не очень понятно, как относится министерство к генерации тепловой энергии, не относится. Вот это, мне кажется, достаточно искусственное решение о том, что нам не требуется министерство ЖКХ как таковое, и вот этот достаточно загадочный департамент ЖКХ внутри Минстроя со штатным расписанием 35 человек на всю нашу небольшую Россию. Вот это может когда-то измениться? Вот эксперты же говорили о том, что Министерство ЖКХ надо восстанавливать.
говорили, но в очередной раз почему-то это отложено куда-то непонятно куда. Вот можно что-то придумать, чтобы, как-то здравый смысл, что ли, вернулся? Какое-то время назад, когда был принят закон об энергосбережении, и было поручено заниматься Министерству энергетики, в том числе там было несколько здравых идей, что аудитов сделать побольше, резко расширился круг аудиторов, как обычно, когда за что-то берется исполнительная власть, она это делает с упорством достойным лучшего применения, да, что аудиты должны были сделать все школы, а их 100 тысяч, учебные заведения большие, маленькие, да, все бюджетные организации, все там, ресурсные организации. Для этого понадобилось бы армия тоже 50 тысяч аудиторов, не меньше, которых надо было вообще-то на секундочку подготовить. И это все началось, да, расти как ком, причем срок был поставлен 31 декабря, условно говоря, 2013 года, и все. Если этого года ты не сделаешь, то потом все. Потом что потом, да? Потом принесли кучу макулатуры, потому что школы делались под копирку халтурными фирмами. И, и Министерство энергетики посмотрело на это, и они же обещали какой-то безумный потенциал энергосбережения, что это будет бизнес, что энергосервис полетит. Мы же видели глаза министров, которые в это верили абсолютным образом. Да? Выяснилось, что нету бизнеса, не полетело все не совсем то и не совсем туда, да? И разочарование наступило определенное. Почему? Потому что ошибка была первая. Ошибка первого рода, как говорят мои коллеги. Да? Не было безумного потенциала энергосбережения, который якобы у нас в 5 раз энергоемкость больше, чем на Западе, и потери 50, 60, 70, 80%, которые прямо сейчас сразу есть. Этого не было, это неправда. Это внесенное внешними экспертами за очень хорошие деньги, причем, как правило, наши, увы, деньги, да, внесенное такой нарратив, как принято говорить. Поэтому нет такого. Был резерв, промышленность его над ним работала всегда, да, бюджетная сфера старалась ее делать. Аудиты были сделаны, действительно, десятки тысяч. Это все валялось в коридорах Минэнерго, вводилось в систему энергопаспорт. А потом наступило разочарование, и команда одного из замминистров решила, что все аудиторы воры. Чтобы оптом. Что все они воры, денег взяли, а результата нету. И когда мы пытались убеждать, что, в общем-то, результат такой, какой есть. Где-то сделали правду, там и так. В ряде школ бюджет давал денежку регионам, да, и на эти денежки 300-400 миллионов в год. Нормальная цифра. Кто-то окна менял, кто-то ставил приборы регулирования, кто-то занимался термомодернизацией зданий. Ряд регионов, кстати, навели в этом смысле хорошее дело сделали. Потом все это очарование прошло, и было свернуто. Аудит был объявлен необязательным. Вдруг не нужно было делать паспорт, а надо делать декларацию и так далее. Возникает вопрос, в условиях такого метания в пределах 4-5 лет, можно ли назвать это осмысленной государственной политикой энергоэффективности и энергосбережения и повышения энергоэффективности? Да нет же, это эти колебания метания. А в этом смысле энергосбережение – это не просто экономия дома, а крантик прикрученный и, диодная лампа вместо люминесцентной. Еще, кстати, вопрос с диодами и с прочими делами про спектр, про температуру и так далее. Так это не это. Это вопрос структурной эффективности. Я на самом деле и хотел пройтись по этой цепочке. Для того, чтобы мы могли говорить об энергоэффективности, как минимум у нас должен быть выше КПД того, что у нас есть. У нас произошло некое искусственное разделение, если можно найти, кто виноват, и понять, что делать у Министерства энергетики, то только по тем объектам, которые одновременно генерируют и тепло, и электричество. Если генерации электричества нет, все, Министерство энергетики отсутствует. Присутствует Минстрой. И мне казалось, что, обычная техническая проблема. Надо разобраться, что у нас происходит с теплообеспечением. Надо начинать с технического аудита. Но не с аудита только зданий конечных потребителей тепла, а так по цепочке. Что у нас с котельными, что у нас с ТЭЦ, что у нас с сетями. И потом пошагово как-то куда-то добираться. На день сегодняшний, насколько я могу понять, никто в стране не знает, сколько в России котельных. Вроде бы Минстрой посчитал, насчитал 44 тысячи.
Но при этом в этом заключении они сами честно пишут, что мы не получили данные от Министерства обороны, понятно, дальние гарнизоны и так далее, от Министерства образования, всевозможные школы в удаленных районах, интернаты и так далее, и так далее. Не получили от Министерства здравоохранения, тоже, понятно, удаленные ФАПы, их много. Не получили от Министерства спорта, у них тоже есть свои какие-то санатории, какие-то тренировочные базы и так далее, и так далее. То есть мы даже не знаем, собственно говоря, что у нас происходит с генерацией тепла, при этом с больших трибун мы слышим о том, что у нас очень зеленый энергобаланс, потому что мы производим столько-то процентов на атомных электростанциях, столько-то процентов на гидроэлектростанциях, отдельно идут ВИИ, то есть наше Министерство энергетики считает, что ГЭС – это не ВИИ. Это всегда меня радует, потому что, вы помните, если мощность до 50 мегаватт, то это возобновляемая зеленая энергетика, все в полном порядке. Как только появляется 51 мегаватт, все, вода через гидроагрегаты прошла и не возобновляется, а если возобновляется, то она черная или фиолетовая. С этим искусственным разделением. Но это все касается генерации электроэнергии. Что касается тепловой энергии, информации просто нет. Что жгем? Экологично, да. Не экологично. Идут в ход природный газ где-то уголь, где-то доска из забора, где-то отработка со станции техобслуживания. Мы ничего не знаем. Кстати, доска из забора и отработка масла, да, это Улан-Удэ. Это правда. Это ТВА, там не все так просто, далеко не все так просто, даже с топливом. Эту задачу, с одной стороны, должны были выполнить аудиты, после того, как их странным образом вот эта вот шантропа с улицы Щепкина объявила ворами, то, соответственно, и что? Что теперь? Тут подоспел другой закон 190 о теплоснабжении, который провели, вопреки действию правительства, в течение 10 лет пробивали инженеры. Это такой единственный закон, который проведен, спасибо большое, да, вопреки бизнесу и вопреки правительству. И там было велено 5 новаций. Первая новация – это единая теплоснабжающая организация, то есть в одни руки все собирать, что-то полезно, да. Вторая новация – это открытые системы теплоснабжения, где мы берем водичку для мытья рук из батарей, образно говоря, их привести к закрытым системам через теплообменник. Третья инновация – горячая вода становилась товаром, то же самое, да, и, соответственно, главная инновация – это энергетическое планирование, то есть навести порядок и для этой цели сделать схемы теплоснабжения городов всех. И это как раз и есть тот аудит, о котором вы говорите, потому что схема теплоснабжения – это 3 больших куска. Это сущпол, аудит существующего положения всего, источников, сетей, распределения, насосов, ЦЦП и так далее. Да? Второе – это прогноз на будущее, на секундочку, не на 2, не на 3, а на 15 лет, где будет построено там что-то, в Уфе, что-то в Воронеже, что-то в Липецке, какие микрорайоны, сколько, какая тепловая нагрузка, какая труба туда пойдет, какая котельная, это все прорабатывается в данном случае в схеме. И третье, соответственно, экономика. Что построить, сколько труб, сколько поменять, каких труб, да, какие насосы, и какую денежку на это взять. Что-то из тарифа не хватит, что-то, оттуда попросить у фонда развития ЖКХ что-то там и так далее. В общем, это балансирование, так называемые тарифные последствия. Есть еще экология и прочее все. Собственно говоря, эти схемы начали делаться, и здесь, увы, была допущена ошибка, конечно, нами, как идеологами этого всего, потому что до этого схемы делались ведущими институтами Советского Союза, теплоэлектропроект, Ниппенгопром и так далее. И тогда за то время было сделано 600 схем. Это крупные города и промузлы. И сейчас у нас городов в стране 1250 примерно, пусть эконом-географы на меня не грызут сильно, да, городом они называют населенный пункт с численностью свыше 20 тысяч человек, таких городов у нас 1250. Но больших всего 250, свыше уже, грубо говоря, 100 тысяч. Так государство решило делать схемы всех поселений, а их у нас 25 тысяч. И мы тут как-то не могли, они как взялись, по закону, все, схема, нужна ли схема теплоснабжения для поселка 625 человек?
Да нет, конечно. Там вообще-то котельной-то нету. Там все печи, да, и так далее. А есть разница, условно говоря, 1250 или 20 тысяч? Конечно, есть разница. Зачем делать 20 тысяч? Надо было делать 1200. И то 25-30 тысяч человек, 40 тысяч человек. Там можно было обойтись пока. Нет, это жестко, и тоже были поставлены сроки. Все быстро мухой сделать, иначе все. Все. Ничего. Естественно, под это дело побежали халтурщики это все делать. Тут же прибежали аудиторы, которых там работа кончилась, и прибежали сюда. Но они были здесь не самые худшие исполнители. И в эту область прибежало много людей. И схемы начали делаться, схемы городов численностью свыше 500 тысяч, свыше Липецка, проверяются Минэнерго, их 40. И это, конечно, хоть какой-то фильтр. Все остальное тоже, да и эти 40 тоже были на 2/3. Сначала не очень, потом, как-то сейчас за это время более-менее, да. И потом, собственно говоря, эти схемы начали делаться. В ряде случаев много халтуры, к сожалению, что и, естественно, приводит к авариям. В частности, Московская область, позапрошлый год и так далее. Схемы на 95% полное фуфло, сделанное, естественно, с ведома руководителя муниципалитетов и прочее. А кто принимал эти схемы, кто подписывал приемку этих схем, да, у организации, у которой 560 тендеров было за 5 лет, из них 250 выигранных. Поэтому, естественно, это такой был технический момент, который мог бы послужить, наведению порядка. То есть нет технического аудита, получается, дальше все кривенько и косенько, неизбежно. Да, где-то в какой-то части удалось навести порядок, там, где занимались этим. Где? Естественно, Москва, Питер старался, соответственно, крупненькие города, Казань, Уфа, Новосибирск старался, да, там система серьезная, холодная, Свердловск, Екатеринбург, там и так далее, Пермь, такой крупничок, который там не очень хорошо было дело в Воронеже, в Саратове, Кирове, отвратительная ситуация в Твери, и так далее. Но потихоньку как-то все это дело налаживалось, потому что главное – это аудит и проект, что делать. Потому что если этого нет, то дальше ты можешь хоть 15 триллионов просить, и действительно деньги вкладывались очень разные и очень большие. Коллеги посчитали, что в каком-то городишке численностью 1150 человек удельные затраты составили почти 1 миллион на человека. Я думаю, что это не рекорд. Город Певек, 4090 жителей по состоянию на конец 2025 года, если верить Росстату. Там у нас плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». Так что 1 миллион на человека, что? Это же, да, тут Певек, конечно, важный момент, потому что это же пилотный образец, да, и тоже он как сработал потихоньку, получился дороже, понятно, что все там было. Мне кажется, что дело даже не в том, что дороже, это отголоски той идеологии, которая имела место быть при той самой централизованной плановой экономике. Главный ответ, по-моему, в энергетике такой ответ на философский вопрос. Энергетика для обеспечения роста уровня жизни и роста экономики – это при положительном ответе, мы видели Министерство ЖКХ, Министерство электрификации и так далее, раздробленное с тем, чтобы было аккуратно, можно работать по своим направлениям. И нынешний вариант ответа на немножко другой вопрос. Мы должны пожертвовать уровнем жизни и ростом экономики ради того, чтобы энергетические компании зарабатывали деньги. И посредники по дороге, да. И многочисленные посредники по дороге. Без посредников невозможно. Тут либо-либо. В том случае, если это действительно не просто государственная отрасль, а государственно важная отрасль, государство вкладывает, и деньги в бюджет оно получает за счет того, что растет бизнес, растет экономика, появляются новые рабочие места, растет конкуренция, растет конкурентоспособность. То, что мы видим сейчас, допустим, по электроэнергии, генеральная схема размещения объектов генерации на период до 2042 года, по словам совсем недавно сказанным представительницей Министерства энергетики, на строительство 88,5 гигаватт новой генерации, плюс расширение сетей, нужно почти 70 триллионов рублей, то есть 1 триллион долларов США. По-моему, Министерство энергетики дало ответ. Вы все должны,
чтобы энергетические компании чувствовали себя хорошо, а нам тарифа мало. Тариф должен к 1942 году увеличиться в 2 раза. Вот такое решение, если не изменить всю регуляторику. Но какая регуляторика? Вы же объявили, что у нас рынок электроэнергии существует. Вот я этого до конца не понимаю. То есть мы смеемся над Эрдоганом за то, что он на 2 табуретках сидит, на 3, а здесь на скольки? У нас одновременно рынок, не рынок. Здесь рыбу заворачиваем, здесь переворачиваем, смотрим кверх ногами. Вот. И какого-то, понимания, хорошо. Сделали вот эту замечательную генеральную схему, она как бы служит дополнением к энергетической стратегии, вроде бы как в комплекте все хорошо. Но и в самой генеральной схеме, там, я про стратегию вообще отказываюсь говорить, уж больно она хорошая, так вот грубыми руками-то брать, вдруг там что поцарапается. Но если мы смотрим объяснение, почему генеральная схема выглядит так, заложен рост спроса на электроэнергию, рост потребления 1,5% в год. Первый же год, 25-й, утверждено падение на 1,5%. Но при этом нас уверяют, что генеральную схему надо реализовать. Но если она в первый же год показывает, что не соответствует действительности, неужели нельзя откорректировать? Это был первый момент. Второй момент, почему я начал с энергоэффективности. Когда разработчики генсхемы поясняют, почему нужны электростанции такой мощности, в числе прочих показателей, таких общих, расходы условного топлива на генерацию киловатт-час. Вот. У нас она строго рассчитана на докритические параметры пара в электростанциях. То есть роста у нас по технологиям не будет. Мы будем по-прежнему, у нас в XIX веке англичане научили уголь жечь в топке. Вот, собственно говоря, нас вполне устраивает. Если сравнить с теми параметрами, которые требуют от новых электростанций Китай, то разница по расходам топлива 30%, не в нашу пользу. Вот мне кажется, когда требует вот настолько повысить коэффициент полезного действия, а это требует совершенно таких серьезных усилий в технологиях, новые совершенно способы сжигания что угля, что газа, но это движение вперед. Вот Китай это задает, потому что он считает, что снизив себестоимость производства электроэнергии, он поднимет свою экономику. А у нас почему-то этого нет. Вот что с этим-то делать? То есть вот изначальная точка повысить эффективность за счет того, что увеличить КПД, снизить расходы первичных энергетических ресурсов, у нас ее нет. А почему? Что мы делаем не так? Значит, тут такой сложный вопрос. Здесь я бы хотел предложить вам посмотреть немножко под другим углом зрения. Значит, наша энергетика, созданная нашими предками на исходе, той страны, которой сейчас уже нет, демонстрировала лучшие показатели удельных расходов на выработку и электроэнергии, и тепла. В особенности у нас было много ТЭЦ, вы знаете, которые вырабатывали то и другое, причем коэффициент КИУМ был достаточно высокий, коэффициент используемой страной мощности, и в целом удельные расходы были очень низкие, ниже, чем даже на немецких и японских блоках так похожей мощности. Но у нас был еще один момент, который в 90-е годы пропал напрочь. Использование промышленного тепла крупных предприятий для той самой теплофикации населенных пунктов. Да, нет, он не пропал, он не пропал совсем, он просто долгое время оказался, болтался как кое-что в проруби. Потом все-таки потом города договорились, заводы договорились с городами о тарифах. Там, где заводы уцелели. Да, там, где заводы уцелели, они договорились с городами о тарифах. Это металлургические заводы, это Череповец, Магнитогорск, Нижний Тагил, Орско-Хариловский завод, там и так далее, сейчас все по-другому называется, Новокузнецк и так далее. И они питают города где-то на 40%, 25%, 27%, Владимир, то есть это все осталось, договорились о тарифах, наконец, слава богу, да. Кстати, а Европа за это время наоборот, Швеция, Финляндия, наоборот, от своих небольших заводиков питает свои небольшие, Гетеборг города начала питать и очень этим гордится. Вот. Но факт тот, что главный комплекс причин, который привел энергетику в нынешнее состояние, это набор изменений, которые произошли. Нагрузок,
структуры мощности, структуры потребления, соотношение тепловой и электрической нагрузок, соотношение режимов пиковых и непиковых, вот это все пришло в абсолютно нерасчетные режимы. И поэтому, естественно, энергетика ответила это аварийностью, сокращением общей эффективности, сокращением надежности, сокращением устойчивости и так далее. Сейчас, когда мы потом было увлечение ПГУ. ПГУ было увлечение, вот там замечательный КПД называли всегда электрический, 49, нет 53, нет 56, нет 56 с половиной. Но забывая при этом, что наши лучшие паротурбины электростанции, при том, что они давали электричество и тепло, вообще-то, на секундочку, имеют КПД 84%, 83%, как считать, как говорится, да, и так далее. Поэтому эти разные ракурсы. Но главный ракурс – это не расчетные режимы, переменные режимы. А для турбин, паровых, да и газовых это все очень нездорово. И тут же у нас Шатура-Каширская авария, где блок разлетелся в вал генератора, ударил в турбину. Здесь же Сайно-Шушенская, это тоже все нерасчетный режим и все прочее вокруг этого. Да? Ну и, конечно, и мы можем иметь замечательный блок на сверхкритике, но если он работает в нерасчетных режимах, то вот что делать? А тут же все, на самом деле, все важно. Здесь сверхкритика, а тут ржавая труба. Тут, да, ржавая труба. Либо здесь запускается ветропарк, который нафиг никому не нужен, но зато здесь есть завод по производству лопастей. Вот тут локализовали заводик, он производит лопасти. Ветропарк тут не нужен, потому что, на секундочку, АЭС за горой, вообще-то. И ветропарк включается, и вы что, диспетчер РДУ будет давать команду Балаковская АЭС снижать мощность, что ли, да? Это вот как называется? И это вот повсеместно пошло. Вот такого балансирования, от которого волосы дыбом у системного оператора встали, и системный оператор кинулся наводить порядок, потому что, надо же давать разрешение на возобновляемые источники в этой точке, да, допустим. Почему в Воронеже не пошли ветропарки и солнечные элементы? Да потому что там мощности вдвое больше от АЭС, от Курской и Воронежской АЭС, да, и так далее. А чуть ниже спускаемся, там нет мощности, там все полетело, биотопливо, все пошло. Этих балансов нет, они никому не нужны, это не модно, это не бизнес, это как бы не звучит вкусно, здесь нету темы, как говорят, да. Вот, поэтому это все, это на самом деле все и есть энергоэффективность, которая и структурного типа энергоэффективность, это есть надежность. Второй аспект, которым мы сейчас плотно занимаемся по заказу ряда, непосредственно мэрии, да, департамент природопользования, московская адаптация Москвы к климату и так далее. Вот Москва построила много всего, прям вот много всего построила. И это много всего построенное, как показывают счетчики учета тепловой энергии, потребляет немного больше, чем оно должно было потреблять с нарисованными энергопаспортами тепловой защиты. И это не 5%, не 10%, не 15%, это в 2 раза больше. Да? Более того, когда дом потребляет в 2 раза больше, не хватает тепла, люди почему-то, когда они мерзнут, они странные люди, они почему-то включают калориферы электрические. То есть вместо того, чтобы прислониться к березе и дать да, дуба? вместо того, чтобы радоваться бизнесу, и они говорят какие-то слова в адрес застройщиков и включают электрообогреватели. Тем самым электромощность взлетает, что наблюдает каждый декабрь-январь в Москве. Эта мощность колоссально взлетает. И это является критическим звеном развития города. В принципе, сейчас это уже тормозит развитие города однозначно, тормозит новое безумное строительство с отвратительными липовыми показателями теплозащиты и так далее. И это проблема. Это проблема не только Москвы. То, что произошло летом 2024 года на юге с веерными отключениями, это тоже ровно та же самая проблема. Люди строят быстрее. Я напомню, что на юге мы теперь стали отдыхать, мы теперь реже стали ездить в Турцию, Египет и прочие Бангкоки, нам и дома хорошо. Сняты ряд налоговых послаблений для строительства туристической инфраструктуры, всевозможные гостиницы, отели, мотели, гостевые дома и так далее. Строят они быстро, решения по сетям ни тепловым, ни электрическим толком нет. Но человек где-то взял кредит, вот он построил, и ему сообщают, что тепловая сеть у него появится через 5 лет. Все переходят на спецсистему, которая и зимой используется для отопления, пиковый спрос. В жару она охлаждает, то есть работает как кондиционер, и опять пиковый спрос. И это совершенно не расчетно. Это и рассчитать-то невозможно. По идее, вот такие вещи должна брать на себя малая распределенная генерация,
Это быстрее, чем 5-6 лет ждать подключения к крупным энергообъектам. Ну, если мы открываем ту же горячо любимую мной энергетическую стратегию 2050, понятие распределенной генерации там отсутствует. Его тоже нет. При этом у нас повсеместно со всех трибун, мыслимых, немыслимых, представители Министерства энергетики уверяли, что шло обсуждение энергетической стратегии с экспертным сообществом, шло обсуждение генеральной схемы с экспертным сообществом, все время идет обсуждение с экспертным сообществом. У нас экспертное сообщество – это конь в вакууме или сообщество, что это? Наверное, оно есть, оно разное сообщество, много разных сообществ, вот, поэтому много людей, которые считают себя сообществами или главным, поэтому, конечно, тут что-то было, что-то как-то обсуждалось, наверное, мы не сильно это, как говорится, пеленговали. Но я вот не нашел ни одного эксперта, который участвовал бы в обсуждении хоть чего-нибудь. Другое дело, что мы же с вами с чего и начали, да, Борис Ильич? Мы начали с того, что, скажем, триллионы, которые сейчас у нас просят, да, чтобы мы дали на развитие энергетики, они, ну, как бы не аргументированы функционально не аргументированы, что они там позволят, снизить дефицит, сбалансировать уже ситуацию, грубо говоря, дать возможность резервов и развития, и наконец, послужить источником прорыва и так далее, потому что, по большому счету, мы потребляем не так много энергии, как энергии вообще. Мы потребляем в 2 раза меньше, чем та же Америка или Канада, а надо больше. В пересчете на душу населения? В пересчете на душу населения надо больше. По нашему климату, по нашему холоду, по нашему размеру, значит, Канада 16, а мы около 8,5. Америка тоже 15, 14, 15 тонн на человека в год, да? Тонн условного топлива на человека в год совокупно. А причем при том, что у нас тепло же гигантская еще задача и так далее. Поэтому мы бы видели здесь, что как бы концепт энергостратегия плюс схема, плюс там, скажем, энергосбережение, вот таком в триедином, да, она бы базировалась на неких основаниях. Первое основание, важное основание и особенность. У нас есть избыток топлива. В стране есть избыток топлива, который может послужить для страны, для соседей, для далеких южных соседей там, и так далее. Он есть. Это очень важная особенность, правильно? Там, рынок, не рынок, где его продавать, менять его, в конце концов, на что-то. Стоп. В энергетической стратегии, если ее внимательно изучить, а я эти 110 страниц на 25 лет изучил хорошо, просто удивлен был. Вот план ГЛРО на 10 лет. 800 страниц, а тут, если убрать таблички, 80 страниц на 25 лет. Из непосредственных соседей России, с кем мы граничим, в энергетической стратегии отмечены 2 государства – Белоруссия и Китайская Народная Республика. О чем вы говорите? Мы говорим, о чем мы говорим? Мы можем говорить еще и о Кубе. О Кубе тоже. Мы можем поставить Кубе, значит, те же энергобаржи, которые ей поставляют, скажем, турки, условно говоря, только там поставить те же возобновляемые источники там, и так далее, и так далее. И есть страны, которые возьмут. У нас есть избыток топлива, у нас есть избыток ресурсов и топлива. Это фактор. Раньше был обращался на тех рынках, теперь надо понимать, куда, что с ним делать, и он какой. Второе – это территория. Территория и климат – это вызов, но это и некая энергетическая особенность. Значит, нам нужно для ее обеспечения 1, 2, 3. Тепла столько-то, электрики столько-то, сетей столько там и так далее, и так далее. Третий аспект – это распределенка и территории, которые у нас удаленные, на которых, значит, грубо говоря, нет централизованной системы. А мы с вами знаем, что централизованная система у нас еле-еле берет 4-ю, 5-ю часть страны, да, по большому счету. Где-то так. Системный оператор ввел такое определение, как технологически изолированная территориальная энергосистема. ТЭС. ТЭС. Если посмотреть на карту, которую публикует сайт системного оператора, то мы видим, что вот у нас, начиная от Восточной Сибири, все серенькое, это ТЭС. При этом меня, конечно, удивляет, что, допустим, к объединенной энергосистеме северо-запада полностью отнесена территория Коми, Ненецкого автономного округа, Архангельской области, причем включая острова. То есть, мне кажется, вот и здесь бы тоже стоило навести порядок. И, с одной стороны, энергетическую стратегию можно критиковать, не критиковать, но, с другой стороны, под ней нет фамилии. То есть, люди ответственности не несут, их там нет. Вот просто ведомство собралось и всем трудовым коллективам что-то написало. Но, с другой стороны, у нас все стратегические документы планирования, я не знаю, почему планирование, для того, чтобы планировать, надо точно знать.
Если ты прогнозируешь, то это какой-то новый такой документ, стратегический документ проектирования. Это какая-то абстракция. Это я к тому, что когда мы видим очередную схему и программу развития, которую разрабатывают системные операторы, там просто в анонсе проведены переговоры со столькими-то десятками тысяч инвесторов. Но инвестор не отвечает, получится у него проект или нет. Он хотел металлургический комбинат, просил, не знаю, там 2000 гигаватт тепла и гигаватт электроэнергии, но не получилось, денег только на пирожковую хватило. Он за это не отвечает. Ну, вот тогда я вернусь к мысли, которую мы с вами перед этим сконфигурировали, да, вот тогда бы на стыке, да, избытка ресурсов, проблемы, связанные, значит, с территорией, с климатом и с движением, со связанностью территории, самое главное, да, плюс удаленка, вот уже видится 3 краеугольных камня, которые, собственно говоря, может решать стратегия. Стратегия может честно сказать, что пока у нас вот каких-то денег, которые мы собираем сейчас, только на решение проблемы крупных городов и промышленности. А к удаленке мы вынуждены будем подойти через какое-то другое время. Или сказать людям, уважаемые потребители, в том числе, да, смотрите, мы можем, вот мы вам говорим честно, что вот на это пока нет селенок, ресурсов и прочее. Давайте сделаем облигации какие-то или еще что-то здесь. Это приоритеты. Стратегия – это приоритеты, что мы успеваем сделать сейчас, что нет и так далее. Мы с вами сталкивались с кратким экономико-географическим анализом Юга Якутии и Хабаровской, вот, которая, значит, сейчас это вот Тихоокеанская железная дорога связность улучшила. Да. Там же Клондайк просто немыслимого масштаба лежит, да, который вот, да и там прокопай, вот тебе ресурсы для городов, вот тебе железка туда возить, вот тебе здесь лежит флот редкоземов и там всего остального, просто триллионы, миллиарды тонн, и вот тебе новый источник развития, который как бы вообще там меняет жизнь просто вообще в принципе. Ну и в многих других частях нашей необъятной большой страны таких клондайтов под ногами много. И это тоже, кстати, и вызов, и решение одновременно, только за который надо зацепиться и взяться, его отработать, чтобы это получилось, ну, как бы реализуемым решением. Не обязательно бизнесовым решением, но реализуемым с точки зрения согласования разных ресурсов. Ну, смотрите, что касается бизнесовых решений, известно, кто управляет Россией, реформы РАО ЕС были затеяны для того, чтобы в электроэнергетику пришел эффективный, крупный частный собственник и начал инвестировать. Если посмотреть сегодня на установленную мощность, не на выработку, а просто вот на установленную мощность единой энергосистемы, объединенной энергосистемы Востока, вот совокупно, мы там наблюдаем крупнейшая компания Росгидро. Росгидро, ну, по названию понятно, что она владеет не только гидроэлектростанциями, но и угольными, мазутными, дизельными, газовыми, ну, это же логично. На втором месте сейчас «Газпром Энергохолдинг», управляется, контролируется государством. На третьем месте Интеррао, на 4-м месте Росатом. Росатом тоже, чтобы было понятно, ну, по названию понятно, что у него есть угольные электростанции, газовые, дизельные, мазутные, ветровые. Логично. Абсолютно логично. Логичность говорит о том, что мы время от времени перестаем играть в рынок. Мы понимаем, что у нас здесь просто дырище, берем государственную компанию, туда заталкиваем, особо ничего не спрашивая. В результате того, что после 2022 года от нас стали убегать итальянские компании, владевшие электростанциями, финские, немецкие и прочее, по моим самым таким грубым прикидкам, на день сегодняшний, вот не касаясь изолированных энергосистем, государственными компаниями контролируется более 60%. То есть проводить государственную энергетическую политику мы можем. У нас все для этого есть. Только ее нужно сформулировать. Сбалансировать по отношению, грубо говоря, источник-потребитель, город-пригород, ресурс-эффективность, ну и, собственно говоря, какая экономика под этим стоит, и там все дальше сходится. И когда вот ходят разговоры о тарифах для теплоснабжающих компаний, вот там концессия, альтернативные, прости господи, котельные и прочее. А что делать с компаниями и с территориями, с городами, и с теплоснабжающими организациями, которые, как неудобно говорить, которым тарифа хватает? Вот как-то неудобно получается. Там, ребята-то и не знают, да, как в рекламе в той. Пацаны-то и не знают. Вот. А вот
есть такие, и их не два, да, там, их, скажем, там, даже в Подмосковье, там, скажем, да, 3-4 города, которым все хватает, которые работают надежно, потому что все было продумано, сделано, и как бы вот все схемно, все нормально. И по стране тоже таких кусков достаточно. Так, может быть, тогда этот аудит и покажет, что действительно все поделить, во-первых, на куски, которые по-разному отличаются, готовы двигаться уже вперед дальше, да, которым нужно немножко государством помочь чуть-чуть, чтобы они там перешли на следующий уровень. Кстати, важная работа, мы потихоньку тоже с коллегами ей стараемся заниматься, да, вот выявить эти вещи. И это тоже, кстати, вопрос стратегии. И тогда мы возвращаемся опять к энергоэффективности, которая здесь сразу показывает нам, что, ну, если у тебя потери 40%, какого тебе никакого тарифа не хватит. Разумеется, конечно. Поэтому, наверное, так, Борис, спасибо за разговор. Нет, да. Мы сейчас не остановимся, потому что мы должны ответить на два вопроса. Мы можем очень долго отвечать, кто виноват, там целое расследование провести, интриги, скандалы, расследования. Но на самом деле жизнь продолжается, поэтому важнее ответ на вопрос, что делать. Я, может быть, заметили, не заметили, в конце прошлого года позволил себе предложить собраться экспертам для того, чтобы действительно дать не только экспертную оценку стратегии 2050, но предложить несколько иную концепцию. То, что мы видим, утвержденное правительством, это узковедомственный документ, и там видно, что, может быть, Министерство энергетики и пыталось бы какие-то промышленные вещи на себя взять, но это зона интересов Министерства промышленности, туда нельзя. Что касается сетей, то, наверное, это и развитие территорий, но стратегия пространственного развития – это Министерство экономического развития, туда тоже нельзя. Есть проблемы с трудноизвлекаемыми запасами, и здесь, очевидно, надо бы подыграть налогами так, чтобы это стало рентабельно, но это зона интересов Министерства финансов. И у нас вот документ невероятно гибкий получился. Идея заключалась в том, что когда в далекие-далекие годы разрабатывался план ГЛРО, комитет ГЛРО, он сразу был надведомственный, он не имел подчиненности ни одному народному комиссариату, как тогда называлось. Собственно, Госплан-то вырос из него. Ну, люди-то те же. Попытки связать интересы разных министерств во что-то в единое целое изнутри, из своего правительства, вот собираются эксперты разных министерств и что-то там вместе решают, но это ближе к фантастике такой, не научной. Даже не Жюль Верн, это, не знаю, там, фэнтези. Идея заключалась в том, что, может быть, тем, кому действительно интересно, кому хочется, чтобы ответ энергетика для экономики и жизни был дан положительный, а не наоборот. Уровень жизни и экономику мы бросаем на то, чтобы энергетические компании себя хорошо чувствовали, сетевые заодно. Собраться вместе и подумать вот на такой концепции. Конечно, я по молодости, по глупости время для такой инициативы выбрал неправильно, кто же перед Новым годом такой предлагает. У всех дело выше головы, но совершенно неожиданно, опять же, если нас кто-то услышит, заинтересовались люди, которые при Совете Федерации уже много лет работают, и называется это Национальный союз энергосбережения. И нам вполне официально предлагают площадку, поэтому все, кто услышит, увидит, будьте добры, наши реквизиты для связи есть. Действительно, есть такое предложение собраться. Совет Федерации удобен тем, что там, конечно, тоже есть элемент партийной дисциплины, но сенаторы отвечают за свой регион. И можно состоять в любой партии, если у тебя кочегарка взорвалась, то надо что-то делать. Вот, они это как-то быстрее понимают, потому что в Государственной Думе хорошо, там очень уважаемые люди, важные законы. Ну, может быть, Совет Федерации. Вот такое предложение есть. Вот 18 числа взять и собраться, попробовать. Ну, в любом случае, тут даже можно 18-го 18. Да. В любом случае, каждая наша с вами передача, как правило, да, кроме совершенно различных комментариев, что абсолютно оправданно и адекватно, приводит к тому, что 1-2 человека звонят, предлагают свои мысли, соображения, участвуют в наработке этих программ, и за эти вот там 2,5-3 года сложилось уже и набор этих предложений, и, собственно говоря, они уже могут послужить основой для некой такой, скажем так, общественной стратегии.
Концепции хотя бы, стратегии, потому что стратегия – это более серьезные документы, другие усилия. Энергетического, сбалансированного энергетического развития, там, устойчивого развития, как можно там по разным терминам поизгаляться. Но это уже набор такой есть, и вполне себе его можно обсуждать, вводить его как бы вот, значит, в общественное звучание с тем, чтобы мы часто довольно-таки такие есть комментарии. Ну что, обсуждать плохое бесконечно понятно, что плохо и ненадежно, и что делать-то? Ну вот мы и говорим, что делать. За это время есть уже ядро и идей, и людей. Поэтому, конечно, вот двигаться дальше, используя все возможности для этого, конечно. Двигаться дальше, исходя из того, что электроэнергетика, теплоэнергетика – это вершина топливно-энергетического комплекса. Не надо быть глубоких зданий, чтобы заметить. Уголь добывается для того, чтобы нам было светло и тепло. Газ добывается, чтобы нам было светло и тепло. Даже уран добывается, чтобы было светло и тепло. Древесные ресурсы вообще из земли сами прут. Мы их рубим, пилим для того, чтобы нам было тепло и светло. Нефтепродукты, дизельных электростанций по России десятки тысяч. На мазутных электростанциях продолжает функционировать энергосистема Мурманской области, Камчатки. То есть электро- и теплоэнергетика – это некоронованный король топливно-энергетического комплекса. Поэтому, собственно говоря, с этого разговора начался. Энергоэффективность – то, что необходимо для развития, то, что должно лежать в основе. Поэтому приглашаем всех, да. И не тех, кто заинтересован в конкретных отраслях, а у нас есть очень хорошие, глубокие специалисты, касающиеся газовой отрасли, нефтяной отрасли, угольной отрасли. Давайте попробуем собраться. Я бы хотел здесь в этой связи, Борис, предложить метафору, да, поддерживая вашу идею двумя руками, вот, предложить метафору, которая меня затронула, когда я был в Кемерово. Кемерово на берегу реки стоит статуя, памятник шахтерам, и сердце светится лампочка, красненькая лампочка, и как-то Тулеев говорил, Роман Георгиевич, что, значит, в той электроэнергии, которая, значит, да, просто для нас это символ, это лампочка, да, надо понимать, что в ней там есть, ну, как бы риски того, что энергетика отрасль такая очень непростая. И он говорил о шахтерах, об их труде, о том, вот сердце шахтера, это значит, вот, ну, грубо говоря, в мегаватт-часах есть еще и жизнь, труд, и людей, которые с этим связаны, в том числе и людей, которые погибали на тех или иных авариях. Я бы хотел в заключение, мы заканчиваем зиму, зима прошла, зима была непростая, немало аварий было, и в Белгороде, с которым вот меня связывает много. И жил я там, работаю до сих пор. Сейчас вот люди до сих пор и без тепла. Сейчас выражается глубокая благодарность тем, кто восстанавливал теплоснабжение и так далее. Я хотел бы просто от нас с вами сказать большое спасибо энергетикам, всем, кто эту зиму позволил нам прожить, почти без аварий, таких, которые был нам безумно стыдно, да, за их труд, за самоотверженность, за то, что вот мы, в общем-то, продержались, и вместе будем стараться двигаться дальше, чтобы это было энергоэффективно, надежно, чтобы нам было за это не стыдно. Ну и на всякий случай напомню, что кое-где зима в России заканчивается где-то так в июне. То есть отопительный сезон да. В нашем Дальнем Востоке, в нашей Арктике еще будет продолжаться. И, конечно, Норильске. Всем благополучия, чтобы этот отопительный сезон закончился благополучно, без чудес, которые, вот, к сожалению, наблюдают в Бодайбо уже с января месяца. Какие там морозы известно, там просто не работают котельные. Есть те вещи, которые приходится переживать Белгороду, но уж точно не по своей вине. Вот такая ситуация. Раз уж мы заговорили об угле, будем считать, что мы, конечно, приглашаем и Донбасс. Для Донбасса энергетика сейчас более чем важна. Все разрушено, в каком виде восстанавливать, тоже есть о чем думать. Еще раз приглашаю всех желающих. Реквизиты для связи есть. Пишите. Надеюсь, что сумеем встретиться не только, как это сейчас принято, в офлайн режиме, но и в онлайн, с тем, чтобы поделиться мыслями, и, может быть, что-то получится. В том случае, если экспертное сообщество по-прежнему будет выступать разрозненно, вот этому ведомственному диктату, который выливается в какие-то стратегические документы, мы ничего противопоставить не сможем. Нас все любят, уважают, но внимания никто не обращает. Так что давайте пробовать. Давайте. Спасибо, Алексей. Спасибо. Спасибо, что Всего доброго. Всем всего доброго.